Ребят, посмотрите, какой закат, какая красотища. Море, Казантип, Оленевка, западная часть Крыма. Здесь мы построили маленький домик, а также мы с вами съездим и посетим наших уже старых знакомых, которым мы строили гостиницу. Очень интересную. Мы ее весной сдали, и ребята уже запустились, уже 1,5 месяца работают как. Будет очень интересно. Поехали! Совсем небольшой домик, построен по технологии Вирма, по панельно-каркасной технологии и СИП-панели ЦСП. Как вы можете видеть, узлы все у нас неизменные. Ростверк в данном случае вы видите тоже закрыт ЦСП листом. Свая железобетонная, металлическая профтруба верхней выступающей части из грунта заполнена бетонной смесью не для улучшения несущей способности, а для улучшения антикоррозийных свойств. Также, чтобы предотвратить от намокания пиломатериала ростверка, установлены прокладочки с линокрома. Вот такие вот вещи. В входной группе у нас мы с вами видим терраску, где мы можем действительно попить море на берегу южного нашего. Попить море? Сказали попить море. Попить чай, попить кофе, порелаксировать. Действительно красивые виды, шикарный воздух. Спишь как младенец. На тыльной дворовой части у нас предусмотрен выход, чтобы можно было пользоваться 2 выходами, если вы находитесь уже в тыловой части вашего участка. Вот такой вот небольшой домик с плоской крышей. Это вот все наши основные узлы. То есть силовая коробка — это явное конкурентное преимущество компании Вирм. Многие заказывают именно в таком качестве, в таком объеме производства работ у нас. Ребята, обратите внимание на заготовку лестницы, так называемый металлический косаур. На стыке, на сварку, на примыкание. Ведь на самом же деле вы не увидите даже соединение сварочных швов. Вот такое качество производства работ ведут наши ребята. А это же не перила, не открытый вид исполнения. Это заготовочка, которую заказчик потом закроет какими-либо ступенями, да, там из ЦСП, из бетона, из дерева. Какое угодно может быть исполнение, из чего угодно, потом в дальнейшем будет эта заготовка под лестницу уже выполнена, исполнена в чистом виде. Посмотрите, действительно дорого стоит. Качество в мелочах. Ребят, мы с вами на моле. На моле? Мы с вами на море. И коррозию металла в соляной такой среде никто не отменял. Поэтому по возможности стараемся и вам советовать, рекомендовать делать какие-то детали по возможности не металлические, особенно когда они тонкие. Например, берем вот водосточную систему. В данном случае она пластиковая. Как желоб, так и сама водосточная труба. Пластиковая система. Мелочь, а такой нюанс. Ален, что вы можете сказать по этому небольшому домику в Оленевке? Какие особенности, какие отношения с заказчиком были? Сложно, легко? Ну и сам домик, может, что-то там необычное или наоборот стандартно? Как он пошел? Ваши эмоции, ваше мнение? Ну да, клиент достаточно сложный попался, то есть он был дотошный человек. Домик маленький, но Домик клиент маленький, сложный, да. да, но пожелания были как бы, ну, то есть внимания к нему было уделено очень много. И достаточно, это всегда сложно, когда столько внимания, отвлекаешься на одного человека, то есть ты там каждые поправки при проектировании, при далее обсуждении договоров наших и так далее, то есть
Ну, все-таки мы нашли компромиссы какие-то, то есть и заключили контракт, построили благополучно дом. Клиент в итоге остался очень доволен. Такой вопрос. Клиент откуда у нас? Клиент у нас с Санкт-Петербурга. Все этапы работ мы с ним вели удаленно, виделись с ним всего один раз. То есть он приезжал на заключение договора подряда. И все, да? И все. То есть всю То есть проектную вроде документацию, все человек удаленно дотошно, делали. жестко подходил, чтобы потом более комфортно, удаленно контролировать. Я думаю, что отчасти да, и во-вторых, человек немного из нашей сферы, поэтому он понимает какие-то вещи, да, и пытается, ну, очень-очень углубиться в детали, в нюансы все. Ну, за счет этого, как бы, ну, это время. Наша работа. Все хорошо. Спасибо. Все, ребят, наши одни и те же узлы. Внутри каркасные стены. Заказчик, соответственно, сам уже здесь своими силами осуществит монтаж инженерных сетей, зашьет по своему усмотрению. Можно сразу отделочными материалами, вагонкой, ЛДСП и так далее. Такая у нас забежная лестница ведет на второй этаж. Пойдемте. Единственное, мы вам покажем вид с объектива уже в это маленькое окошечко, чтобы вы оценили, чем будет человек здесь наслаждаться. А сам заказчик Санкт-Петербурга. Посмотрите, пожалуйста, какой вид будет открываться с этих окон, когда здесь будут стоять такие вот панорамные. Проект данного дома является оптимизированным. Это значит, что вы не тратите время на проектирование, не тратите время на ожидание и можете зафиксировать цены. Данный дом имеет название К286, который находится на нашем сайте в разделе «Готовые проекты», ссылку на которую вы можете найти в описании. На видео вы видите дом без ограждений террас и балконов. В проекте предусмотрено это таким вариантом. На сайте вы можете выбрать другой вариант. Планировка первого этажа стандартная. Это жилая зона 18 метров квадратных, совмещенная с кухней. Есть входная группа с выходом на котельную, лестничный марш и санузел. Перемещаемся на второй этаж. На втором этаже 3 спальни, одна из которых детская, и санузел. Дом общей площадью 86 метров квадратных. В этом доме условно плоская кровля. Кстати, есть интересное решение по организации окон в плоских кровлях. Смотрите видео по подсказке. Высота потолков в данном доме составляет 2,7 метра на первом этаже и 2,6 метра на втором этаже. Межэтажное перекрытие в данном доме выполнено из двутавровых балок высотой 250 мм собственного производства. Да блин, не, сейчас. Да нормально, давай говори. Да я понял, что дай паузу, дай еще раз.
Все, сейчас я минуту расскажу, одно слово, что этот проект готов к работе, все, выбирайте. Оптимизированный проект, все.